Всем привет! Наверное, только я мог так начать новый сезон на поездке в такую ветреную погоду. В месте с очень приятным и звучным названием Снов расположился один из красивейших дворцовых комплексов Беларуси – дворец Рдултовских. К 1827 году Казимир Рдултовский по проекту архитектора Тычоцкого возводит огромное поместье в классическом стиле. Здание протяженностью около 140 метров насчитывало сотни комнат и залов. Удивительно, но этот памятник архитектуры почти полностью сохранился до наших дней. При Казимире Рдултовском усадебный комплекс в Снове процветал. На тот момент дворец являлся центром светской жизни региона. Кроме того, развивалось сельское хозяйство и овощеводство, была даже построена суконная фабрика. Вокруг дворца раскинулся парк с широкими аллеями, заросшими кустарником и фруктовыми деревьями. Увы, сейчас все это приходит в легкое запустение. Также на территории комплекса находился декоративный водный бассейн, система каналов которого образовала небольшие острова, которые и сегодня можно увидеть. Сам дворец выполнен из кирпича с симметричной композицией. Доминантой выступает двухэтажный объем с массивным четырехколонным ионическим портиком. К центральной части примыкают двухэтажные корпуса, выстроенные перпендикулярно к основной оси дворца. Затем следуют длинные крылья в один этаж, украшенные колоннами. Именно в этих частях здания размещались служебные и жилые помещения. Заканчивается дворец Рдултовских вновь двухэтажными корпусами. Во внутреннем убранстве декоративных излишеств не было. Многие помещения можно даже назвать скромными, но есть и те, которые действительно впечатляли. К примеру, парадный бальный зал с высоким потолком и окнами по обеим сторонам. Внешний декор выделяется рельефным карнизом по всему периметру дворца, а на боковых флигелях сохранилась лепнина. После смерти Казимира огромный дворец в Снове перешел в собственность к его младшему сыну Евстафию Рдултовскому. Вероятно, наследник проиграл отцовское имение в карты, так как в 1854 году владельцем дворца стал барон Густав Гартинг. Таким образом, история Снова стала связана с фамилией Гартингов. В 1925 году он принял решение о продаже Сновского дворца. И уже через несколько лет здесь обосновались польские офицеры, которые приспособили здание под свои потребности – жилье, канцелярия и даже казино. Само здание не менялось, а вот территория парка поменялась. По периметру усадьбы высажена еловая аллея, которая сегодня скрывает дворец. Чуть в отдалении построены польские казармы, которые с середины 20 века служили военным госпиталем. С 1939 года бывшее имение рода Рдултовских использовалось советскими военными для своих нужд. С 2006 года здание было на балансе у КГБ. С 2015 года предпринимались попытки продать комплекс, но безуспешно. Покупатель нашелся лишь в 2021 году, кто именно неизвестно, сообщается только цена сделки – $300 тысяч. Планируется, что в Снове организуют туристический объект, центром которого как раз и станет отреставрированный дворец. Спасибо, что просмотрел видео. Не забывай подписываться на канал и палец вверх. Сезон только начался, и буду стараться делать видео все более качественным и интересным.